Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о модели Юнга, которую оформила для нас Аушра Аугустинавичта. Более интересным, конечно, является то, что Аушра создала свою модель, которая и легла в основу соционики. Скажите, Александр, с чего лучше начинать изучать соционику Аушры? Лучше начинать с изучения теории аспектов. То есть информация внешнего мира непрерывным потоком проходит через все и проходит через нас. Хотя мы, конечно, не в состоянии воспринимать некоторую часть информации вследствие нашего собственного устройства. Вот дельфины, например, воспринимают более широкий диапазон высоких частот. Вот. Но всю воспринимаемую информацию мы разделяем на условные информационные аспекты. А сколько всего может быть этих аспектов? 8. А почему именно 8? Все, что мы в состоянии наблюдать, мы можем разделить на 3 пары таких обобщающих категорий. То есть, например, это внутреннее или это внешнее, это статика или это динамика, это поля или это тела. Угу. И из 3 пар категорий мы получаем 8 аспектов, то есть 2 в степени 3 равно 8. А вообще понятие информация, из какой области науки оно? Из любая наука оперирует понятием информация. Но, значит, вообще каждый трактует по-своему. И вообще, значит, все понятия в мире определены, кроме 3. Не определена материя, фактически толком, не определена энергия и не определена информация. Все остальное мы объясняем через них. Угу. Тем не менее, разработчики соционики сумели дать свои определения информации в контексте соционики. Какие самые известные определения информации? Ну вот Клод Шеннон, информация, мера различий среды. Аркадий Урсул, информация – это отраженное многообразие. Ну, я, в общем-то, считаю более подходящим в соционическом плане определение Семена Ивановича Чурумова «информация, код формы». Угу. Ну, если, конечно, определять понятие формы в том смысле, в котором трактует Семен Иванович Чурумов. То есть форма – это неоднородность среды. Ну, вот это определение уровня общенаучной конкретизации у меня лично достаточно тождественное понимание. То есть информация – это смысл сущности, по поводу чего, конечно, можно дискутировать. Скажите, а какие существуют определения информации других разработчиков соционики? Ну вот есть определение, значит, от Александра Букалова. Информация – это рецептируемая неоднородность. Хорошее определение Виктора Прокофьева. Информация – это закодированное отображение неоднородности окружающего мира. Ну, либо вот моя, скажем так, модификация определения Виктора Прокофьева. Информация – отражение в психике неоднородности существующего мира. Но все эти определения, конечно, имеют некоторый недостаток, то есть необходимость, в свою очередь, определять отражение, то есть рецепцию, отображение и тому подобное. Поэтому определение Семена Ивановича Чурумова для меня более предпочтительно. Ну и на уровне определения общенаучной конкретизации мы могли бы и остановиться. Но все-таки вот на более высоком, на философском уровне по поводу информации, что можно сказать? На философском уровне существует некий барьер в виде вопроса: информация – это идеальная или материальная? Угу. И вот тут, конечно, поможет определение Игоря Литвиненко. Информация – это особая сущность взаимопереходов материального и идеального, связанная
со способностью субъекта осуществлять эти переходы. Ну, давайте все-таки вернемся к 8 аспектам, которые номинированы в соционике. Значит, это экстравертированные и интровертированные сенсорика, интуиция, логика и этика. Александр, как понимать, что такое аспект? Наверное, лучшее понимание, значит, будет, если ориентироваться на сборник Романа Седых. То есть под аспектом понимается 3 разных понятия. Первое – это сторона объективной действительности, присущая притом любой части этой действительности. Второе – это восприятие человеком информации по этой стороне действительности и ее обработки. И третье – это информация о первом и о втором. Вот, Лена, можешь привести пример на основе этих вот определений? Ну, я постараюсь. Значит, если первое – это сторона объективной действительности. Ну, то есть, например, на тарелке лежит конфета. Второе – восприятие человеком информации, да, то есть вы видите эту конфету и хотите ее съесть. И третье – информация, объединяющая первое и второе. Есть конфеты, и они вкусные. Или если еще один пример привести, например, первое – есть мяч, второе – ребенок хочет поиграть с мячом, и третье – мячом можно играть. Вот в зависимости от наших особенностей психики мы лучше воспринимаем одни аспекты и хуже воспринимаем другие. Соответственно, мы можем лучше выражать одни аспекты и хуже можем выражать другие аспекты. Ауша представила на базе 8 аспектов 16 типов информационного метаболизма, то есть 16 способов обмена информацией. То есть, да, действительно, получается, для одного человека какой-то аспект информации в жизни, да, существенный, а для другого нет. Например, как в анекдоте про программистов. Жена говорит мужу-программисту: сходи в магазин и купи батон. Если будут яйца, возьми десяток. Он приходит с 10 батонами. Говорит: яйца были. Да. Ну, у каждого человека есть механизмы обработки аспектов, функции, которые соответствуют обрабатываемым аспектам и имеют такие же обозначения. Нетрудно заметить, что некоторые аспекты отличаются по цвету и не отличаются по форме. Мы можем такие называть макроаспектами. В соционике принято соотносить каждый макроаспект согласно человеческому восприятию с обобщающей категорией. То есть к пространству мы относим сенсорику, объекты мы относим к логическому мышлению, энергию мы относим к этическому мышлению, и процессы, которые являются, так сказать, динамическими, процессы, связанные со временем, мы относим к интуиции. Вот это мы сказали о человеческом восприятии, да? А для того, чтобы просто было понятно, если говорить о нечеловеческом восприятии категории, что это может быть? Ну, если, например, скажем, давайте так, если считать вакуум объектом определенной, пусть и низкой, но определенной плотности, да, то тогда пространства нет вообще. То есть вы не можете показать пальцем не на объект. Ну и время тоже некоторое искусственное человеческое представление, его тоже нет. Ну как же нет? А что тогда вместо времени есть? Есть процесс изменения сущностей. То есть по их внутренним соотношениям там, между энергией, материей и информацией. Вот если взрывается, например, ядерная бомба, информация преобразуется в то, что мы считаем энергией, причем не информация, а материя преобразуется в то, что мы считаем энергией, и
При этом очень сильно изменяется информация о структуре этой сущности. Мгм. Скажите, Александр, это уже соционика или еще нет? Пока что нет. Я просто привел пример нечеловеческого восприятия. Мгм. То есть соционика начинается с аспектов, правильно? Поэтому соционическое деление на аспекты имеет условный характер, соответствующий свойствам самой природы человека. Условный, но общий для всех людей, правильно? Для понимания аспектов в парадигме соционики мы должны привести какие-то однозначные толкования там, каждого отдельного аспекта. И этим стоит заняться в следующий раз. Спасибо за внимание. Реквизиты для поддержки вы можете найти в последнем кадре. До новых встреч!